Друзья, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня у нас на обзоре автомобиль, который на прошлой международной выставке стал лидером нашего личного рейтинга. Знакомьтесь, Leapmotor D19. И если вы следите за новинками китайского автопрома, то наверняка заметили, что марки вроде Leapmotor, а в России их знают как партнеров Stellantis по маленькому электрокару, вдруг решили сыграть в высшей лиге, скажем так. И D19 – это заявка на лидерство. Это технологический флагман, который должен вывести компанию на совершенно другой уровень. Здесь вам и 700 плюс лошадиных сил, и 1000-вольтовая архитектура, и салон с огромным холодильником и большими экранами. А еще есть генератор кислорода в салоне, друзья. Ну давайте обо всем по порядку. Поехали. Leapmotor D19 – это полноразмерный кроссовер. Его габариты впечатляют. Длина 5,25 метра, ширина почти 2 метра, высота 1,78 м. Но главное – это колесная база в 3110 мм, что сразу намекает нам на просторный салон. Машина стоит на 21-дюймовых колесах, и причем, если верить инсайдам, так будет во всех комплектациях, даже в базовой. А вот будет ли Michelin в базе? Это мы пока не знаем, потому что официальных цифр еще нету. Дизайн, кстати, довольно интересный. Передняя часть получила фирменный трехэтажный рисунок светодиодных огней. Решетка радиатора активная, с заслонками, которые закрываются для улучшения аэродинамики и быстрого прогрева. Дальний свет здесь интеллектуальный адаптивный. И в фары встроена умная проекция с разрешением в 1 000 000 пикселей. Сзади аккуратная световая полоса во всю ширину кузова с поддержкой световых сценариев, когда стоп-сигналы могут показывать символы или приветствия. Здесь у нас представлена гибридная версия, а вот в электрической версии под капотом есть багажник, ребят. Если Tesla идет по пути минимализма, то здесь смесь минимализма и цифровизации. Главная фишка интерьера – это 60-дюймовый проекционный дисплей, где на лобовом стекле отображаются подсказки навигации и виртуальные линии разметки в условиях плохой видимости. Дальше все по классике. Цифровая приборка на 10-25 дюймов и огромный центральный экран на 17,3 дюйма по центру. На руле есть физические кнопки, но все это выглядит минималистично. Сзади 6-дюймовый сенсорный экран для управления микроклиматом и мультимедиа. Плюс огромный дисплей на 21,4 дюйма с 3К разрешением, который выезжает из потолка. В салоне есть огромный термобокс объемом 8,1 литра с диапазоном регулировки от -6 до +50. На ощупь материалы приятные, но это явно не премиум. Но хотя, с другой стороны, если отталкиваться от цены и смотреть, сколько технологий занесли в этот автомобиль, то все становится на свои места. Но о цене мы поговорим в конце ролика. Двойные стекла по кругу, но наше мнение о шумоизоляции вы узнаете уже из ролика с тест-драйвом. D19 предлагает на выбор 6 или 7-местную комплектацию. В 6-местной версии доступно кресло с нулевой гравитацией. Оно откидывается до 120 градусов, имеет 4-позиционную настройку и встроенные ремни безопасности, чтобы не болтались. Естественно, есть вентиляция, подогрев и массаж. Для удобства входа есть удобные ручки на стойках. И, конечно, вот такие вставочки под дерево добавляют люкса. К сожалению, беспроводная зарядка одна, но вентилируемая и на 50 Вт. Зеркало заднего вида простое, не электронное. Будет ли это опция или нет, узнаем позже. Также на центральном тоннеле мы видим 2 подстаканника с упорами, подлокотник с хорошей полкой глубокой и есть бардак, кстати, тоже хороший. По центральным туннелям 2 USB-C, 3 ароматизатора и розеточка на 12 вольт. Кстати, еще один элемент люксовости, то что здесь форсунки встроены в дворники. Leapmotor D19 это, пожалуй, один из самых технологичных автомобилей в своем классе с точки зрения начинки. Он первым в мире получил 2 новейших чипа Snapdragon 8797. И это не просто 2 процессора для экранов, это так называемая центральная вычислительная платформа. Центральный домен, который объединяет все. Один чип отвечает за цифровую кабину и экран, голосового ассистента и всю мультимедию. Второй за автопилот. Leapmotor объединил их на одной плате. Это дает суммарную производительность в 1280 ТОПС. Система способна запускать большие языковые модели VLA – Visual Language Action. Об этом, кстати, вы можете узнать поподробнее из нашего ролика «И день с Xpeng». Простыми словами, искусственный интеллект понимает, что он видит вокруг и может реагировать на голосовые команды в контексте обстановки. Автопилот заточен на вождение от парковки до парковки. В автомобиле зашито более 30 функций активной помощи.
Ну и вся картинка собирается с 13 камер плюс данные с лидара, радаров и ультразвука. Регулировок здесь предостаточно. Отъехал в самый конец. Ты даже не касаешься. Да, ну-ка, давай-ка ты. Слушай, ну если сравнить с Zikr 8X, который мы тестировали, здесь прям очень комфортно, смотри. Единственное, что мне не нравится, что регулировка руля не на колонке на самой находится. То есть нужно заходить в меню, вот туда куда-то там искать, лазить, где это все настройка. Я максимально далеко сейчас отошел, смотри, как я сижу. Вполне. Для рослых дяденек да, будет хорошо. Раз мы заговорили про экран, мы уже отметили, что он лагает. Но это... Вот так видно. Вот эта шторку пускаешь, вот эта часть вот она. Во всей красе. Но это проблемы софта. Конечно, только потому что старт. Да. Хочу сказать, что пока мы не видим с тобой английского языка, будет ли он, непонятно, потому что, ну как так, компания позиционируется международной уже. Я здесь бы хотел вам показать одну фишку еще интересную. Вы настроили руль под себя, вот все, опустили его вниз, да? Теперь вы приезжаете, открываете дверь, и у вас руль приподнимается наверх. Обратите внимание, как удобно. То есть вам комфортно выходить из машины. Зашли, сели, руль настроился под вас. Классно. Да, к сожалению, не все китайцы это переняли от европейцев. Да. Леш, знаешь, где они сильно сэкономили? Где? Вот тут. Это прям... А что тебя здесь не устраивает? Одна лампочка. Подсветка есть. Маленькая. Зеркало большое. Брямкает. Крышка есть. Крышка не такая, как на 8X, где ты ее захейтил, да, сказал, что неудобно там. Здесь тебе нормальная крышечка, приятный у тебя, приятная микрофибра сверху такая, да. Сэкономили, он говорит, ребят, зажрался вообще, зажрался. А где регулировка цвета, теплый, холодный? Смотри, тут даже кнопки отдельные есть специально для закрытия шторки, понимаешь? Не надо команды голосовые открывать, ты менюшечки, вот, пожалуйста, нажал, закрылась, нажал, открылась, все удобно. Ambient подсветочка, обрати внимание, здесь Ambient вообще классная. Там, мне еще C11 она очень понравилась, да. И они продолжают ее делать хорошо. Для телефонов полочки, вот они человеческие, здесь, как я люблю. Ты едешь, и ты все видишь, что приходит вам. Единственное, здесь не хватает регулировки сидушки по наклону. По высоте я могу кресло двигать само, да, а сидушку саму нет. Зато есть поясничная регулировка, да, хорошая. В шестиместной версии есть кресло с нулевой гравитацией и откидывается она на 120 градусов. Так. Вот ну-ка протестируй, мне интересно, каково тебе будет сидеть в этой нулевой гравитации? Антон у нас специалист по нулевой гравитации. Мне хватает, с моим ростом уже, смотрю, хватает. У нас, кстати, прям, слушай, команда собралась специалистов. Есть специалист по массажу, есть по музыке, есть по нулевой гравитации. Слушай, комфортно, да. То есть я весь поместился. Метр 78, ну метр 80 это максимум, что здесь может поместиться. Ну я не влезу точно. Ну, окей, имеет место быть. Я бы выбрал 7-местную комплектацию и не стал бы вот заморачиваться с этим. Как ты всегда говоришь, жалко, что вот там нету кресла. Да, да, оно должно быть спереди. Должно быть спереди. Слушай, мне нравится, как быстро технологии они все копируют. Вот эти вот шторочки, да? И смотри, АИ-то, по-моему, первый, да, сделал? Да. На своем М9. Все, и понеслось. Леш, ты еще не видел? Давай открываем столики и кстати, смотри. Давай их. Ох, тут даже подстаканник есть. Подстаканник с упорами. И он еще с упорами. Понимаешь, ничего себе. Слушайте, это первый автомобиль, который мы видим, где в столиках подстаканники с упорами. Короче, даже в самолетах такого нет. Да, да. Прикиньте. Мне нравится, что здесь есть ниши, куда можно поставить бутылочки, стаканчики, холодильник. Еще фича, как в самолете. Мне понравился свет. Есть регулировка, в общем, удобненько читать или смотреть. Мне нравится. Хорошо продумали. Вообще здесь интересно, с освещением продумали. Ambient подсветка сделана классно. Интересно. Вот в точках здесь, там. Она такая дышащая, объемная, да, как свеча. То есть поменяешь на теплый, какое будет приятное путешествие у тебя в горы. Розетка 220 вольт есть, правда, всего на 10 ампер. Немного, но 220 вольт тем не менее. И вот евростандарта тоже нет, только китайский разъем. Массаж, вентиляция, подогрев, все это везде есть в круг. Но, правда, по оценке нашего специалиста по массажу оператора 5 баллов. Потому что бедра не массируются. Вот,
массируется задняя часть только, но вот как бы оно так не слишком сильно прогибает. Подушечки Ну, в общем, да. называются. Есть и сама сидушка чуть-чуть коротковата. Хотелось бы ее чуть подлиннее, да? Да, да. Но опять же, давайте отталкиваться от цены и смотреть, сколько этот автомобиль будет по итогу стоить. Слушай, я хочу протестировать с тобой задний ряд. Давай. Поместился сам за собой 3 раза. Причем поместился довольно неплохо. У меня коленки прям полностью сюда зашли. Ну, длина автомобиля все-таки у нас как у Zikr 9X, в котором мы очень комфортно с Антоном сидели. Антон, присаживайся. Я думаю, что и здесь мы с тобой тоже комфортно посидим. О, а я... Высоты, смотри, сколько много. Хватает. Кулак. Просторный салон. Шторки, опять же, на 3-м ряду есть. Здесь даже регулировка есть. По Спинки. наклону, Да, да. можно. Но есть подогрев. Нет, подожди. Пошла. Вот, слушайте, вообще классно. О, я за собой 3 раза сел комфортно. Да ты-то вообще нормально сядешь, если я даже сел за собой 3 раза. Ну ты-то так сказал, будто я коротыш. Все-таки это, 1,78 м. Так, подогрев. Подогрев. Есть подогрев. Есть Вентиляции подогрев, нет. вентиляции нет. Type-C разъем есть, подстаканник есть, под телефон полочка тоже есть. Классно. И ой, микрофибра такая, ой, приятная такая. Очень хороший 3-й ряд. Да. Это не топ, это не Zikr 9X, естественно, да, ребят. Ну, как бы, если бы здесь еще и были бы материалы, там, супер-супер топовые, тогда было бы странно вообще. Уровень Deepal S9, Да. уровень Geely Galaxy M9. Хороший среднячок. Хороший среднячок. То есть это хороший. мягкие, приятные кресла, не кожа напа, но сидеть приятно. Очень приятно, хорошо. И вообще. Не раздражает, не отталкивает, собственно, да, все приятненько. Как это будет со временем, все непонятно. Но опять же, здесь есть стандарт, типа что. Да, здесь стандарт OECO-TEX какой-то, да, так называемый стандарт 100. Он означает, что ткань проверена на вредные вещества, не содержит токсинов, аллергенов, тяжелой химии. Безопасно даже для детей. Я вот давеча 3 минуты назад сказал, что только 7-местная комплектация. Что-то как-то и засомневался в своих словах. Теперь уже и 6 хочешь? Ну да, потому что комфортно очень. Я смотрю, ты хорошо сидишь. То есть, если к тебе приезжают друзья, либо там вы полной загрузкой куда-то выезжаете, и ваша семья большая, то в принципе-то места хватает, и багажник при этом есть. Кстати, из плюсов ионизация и ароматизация подается даже на 2-й и 3-й ряд. Еще один плюс в копилку, то что здесь пол невысокий, и под кресло можно запихнуть спокойно даже массивные ботинки. Да, и ноги не задираются к ушам у тебя, как в некоторых. Вот так вот сидишь. Здесь спокойно, Здесь комфортно вообще сидишь. классно сидишь. Он полноценно взрослый ряд. А вот еще, если помните наш обзор на Тайшан, мы сказали, что там самый неудобный проход. Так вот здесь Самый удобный проход, наверное, в этом диапазоне. Пороги закрытые. и вот, надеюсь, вот этот вот косячок подправит. В этом автомобиле электрозамки на дверях с доводчиками в круг. И есть механическое открытие двери. Вот здесь, на видном месте. Вообще странно, что не переработали дизайн и оставили эти выезжающие дурацкие ручки. Багажник, друзья, давайте заценим его. Это любимая часть Антона. Здесь должен был сидеть Антон. Нет, на самом деле багажник большой, и Антон здесь поместится. Да, Антон? Да. Я думаю, да. Причем из-за того, что можно пневмой регулировать высоту, очень... Я что-то страшно. Страшно? Мне, да. Ну давай рискнем, что пригнуть. Ай-яй. Нет, не поместился. Антон не поместился? Надо кому-то меньше кушать. Слушай, ну он явно больше, чем в моем Роксе. Вот, Да. Это и естественно, потому что там да. 5 метров. Да. Большой багажник с большим комфортным третьим рядом сидений. Подпол есть. Вот он. Небольшой, но он погоди. есть. И это То есть, хорошо. если мы эту полочку вниз опустим, да? Как ты сразу подметил такой лайфхак. Ну-ка сядь-ка теперь. Тогда да, тогда не вопрос. Давай я сейчас для чистоты эксперимента обратно верну. Ну тогда сейчас вопросов нету. Или есть по плечу. Сейчас тебе руку прищемит. А давайте вот так снимать обзор. Что еще рассказать про эту машину? Где тут кнопка открывания? Сидит, ругается там. Скручивало чуть-чуть, но в целом да, поместился. Кстати, Full Wind T11 я прям сел без проблем.
Здесь сильно покатое Да. стекло. Есть замечание, это по высоте багажника. То есть вот это максимальная вроде как высота, вроде как все, вот все она уперлась, да. То есть для людей 1,85 м высоты немного не хватает. Но у нас машина сейчас находится в самом нижнем положении. Пневмо опущена до самого конца. Поднять мы ее не можем, написано выставочный вариант. А ход регулировки, между прочим, на 7 сантиметров. То есть на 7 сантиметров можно, считай, выше крыши поднять. Угу, нормально. Так что, наверное, будет нормально. Что у нас здесь? Розетка 12 вольт, 20 вольт, крючочек и управление, регулировка задним рядом. И, кстати, можно, по высоте можно поднять и опустить багажник. Нету здесь, к сожалению, ровного пола. Но ровный пол есть у 7-местной версии, у версии с диваном. Поэтому, если для вас это важно, рекомендую рассмотреть такой вариант. А теперь о главном, о силовых установках. Их две. Есть последовательный гибрид, а есть чистый электромобиль. Начнем с гибрида. Друзья, в основе лежит огромная 80-киловаттная батарея. Такого еще не было, такого еще мир гибридов не видел вообще. Это самая большая, самая емкая батарея. Обычно это 50-60 киловатт-часов. Здесь как у чистого электромобиля. На одном электричестве гибрид проезжает 500 километров. Конечно, по циклу CLTC. То есть в городе вы вообще можете забыть про бензин. Да, даже и не в городе. ДВС здесь 1,5-литровый, турбовый, на 129 лошадиных сил всего. То есть как поведет себя генератор в процессе подзарядки батареи, непонятно. Будут ли просадки, хватит ли у него мощности для того, чтобы поддерживать батарею, поддерживать запас хода, мы узнаем, я думаю, позже. Но, с другой стороны, у вас батарея на 80 киловатт-часов. Это 500 километров запаса хода. Я думаю, что с такой батарейкой вам генератор нужен так, чтобы чуть-чуть немножечко где-то там поддержать просто заряд. Интересно, что мотор от совместного предприятия Geely, Renault и Volvo. Качество надежное. Привод у гибрида двойной. Два мотора с суммарной мощностью около 408 лошадиных сил. Гибрид построен на архитектуре 800 вольт. Это значит, что даже большую батарею можно зарядить с 30 до 80% всего за 15 минут. И это, кстати, второй после Zikr гибрид на платформе свыше 400 вольт. Теперь про электромобиль. И здесь, друзья, инженеры оторвались по полной. Архитектура 1000 вольт. Батарея 115 киловатт-часов от Cattle. Причем используется литий железофосфат плюс тройная литиевая батарея. Это делается для того, чтобы добиться лучшей стабильности и меньшей деградации. 3 мотора, один спереди, 2 сзади, каждый по 180 киловатт, в сумме 540 киловатт или 734 лошадиные силы. Этого достаточно, чтобы разогнать этот автомобиль до сотни примерно за 3 секунды. Для семейного кроссовера это просто безумные цифры. На крышке гибрида гордо написано больше 750 вольт. Это у гибрида. А вот у электромобиля запас хода 720 километров. По циклу CLTC, конечно, естественно. Но благодаря 1000-вольтовой архитектуре заряжается невероятно быстро. За 15 минут можно накидать 350 километров. Леш, ты, наверное, наш ролик про BYD второе поколение, это батарейки не смотрел, да? Там, 15 минут, за 15 за минут. 5 минут можно накидать. Я за столько 3 же. машины успею зарядить, понимаешь? Подряд причем. Да. Ребят, если вы не видели наш ролик про BYD Blade Battery второго поколения, то обязательно посмотрите. Обязательно. Очень интересный ролик. Да, кстати, насчет зарядки. Медленная зарядка однофазная. Естественно, такая мощность требует хорошей управляемости и, главной, безопасности. И это мы протестируем на тест-драйве. Но сейчас я хочу вам сказать, что автомобиль получил двухкамерную пневматическую подвеску. И вот в паре с адаптивными амортизаторами CDC она может менять жесткость в широких пределах. А вот по безопасности здесь есть один реально крутой факт. Leapmotor проводил испытания на зимнем полигоне. Они имитировали одновременный разрыв двух шин на одной стороне автомобиля на скорости 120 км в час на скользкой дороге. И вот система стабилизации удержала машину на траектории без заноса и рыскания. Здесь мы видим на кадрах тест, где прокалывают два колеса одновременно на снежной трассе, на скользкой снежной трассе. Обратите внимание, у них полный салон людей. Насколько они уверены в автомобиле, что вот с полным салоном могут такое делать, да? Машина даже не дернулась. Прикольно. Вот, да, они прокололи два колеса, и машина прямо продолжает ехать. И это заслуга не только электроники, но и сверхжесткого кузова.
Торсионная жесткость на скручивание здесь 50 500 ньютон-метров на градус. Мы одно время с Антоном на выставке удивились, когда Лисян выкатил свою Мегу и заявил о жесткости на скручивание 30 тысяч ньютон-метров на градус. И тогда это они оправдали ценой. Да. А сейчас? А здесь 50 500 ньютон-метров на градус. И этот автомобиль не будет стоить как Мега. Не будет. Вот к чему идут китайцы. Удешевляют свое производство, свои технологии, они становятся более доступными, и мы получаем вот такие шедевры. Кто бы что ни говорил, сгниет, развалится, не сгниет и не развалится. Уже сколько липмоторов, тоже C11, сколько много в России ездит. Да, с ними были проблемы по электронике, там какие-то небольшие, причем такие детские болячки. Аж хрюкнул, извиняюсь. Но живут, ездят, не гниют. Да, и причем здесь в ключевых точках используется сталь 2000 мегапаскалей. Старт продаж намечен на конец апреля 2026 года. И вот официально, по слухам, цена начнется от 250 тысяч юаней и до 300 тысяч юаней. Что очень даже неплохо за такие технологии и в целом за такой огромный автомобиль. И если машина попадает в Россию, а учитывая партнерство с Stellantis, шансы есть, цена, конечно, будет другой. Но если отталкиваться от китайской стоимости, D19 оказывается в очень интересной нише. За эти деньги конкуренты предлагают либо меньше мощности, либо меньше пространства, либо хуже оснащения. Леш, что думаешь про конкурентов? Действительно, он просто попал в такую нишу, где он выбил, наверное, всех своих конкурентов. Потому что здесь, в этой нише, расположился плотно Lysian L9 и AITA M9. Ребят, и вот после выхода вот этого вот чуда, я думаю, что Lysian L9 просто умирает. Но он уже умер, откровенно говоря. L9 практически не продается, очень плохо. Шестерка, семерка, вот они еще идут, а вот девятка все. Она технологически в Китае устарела, все, уже не то. То есть им нужно выкатывать более емкую. Цена дорогая, слишком дорогая цена. Ну погоди, M9 тоже дорогой. На L9. И AITA M9 тоже. Но он хорошо продается. Они изначально позиционировали себя как суперлюкс. Если Lysian L9 это вроде как городской SUV, просто комфортный, то там типа суперлюкс. Ну и Huawei, наверное, помогает опять же продажам. Как Теслу. Так. Берут Теслу. Почему? Потому что вот модно, на слуху. AITA туда же. Все, что AITA, все AITA туда же, да. Да. Ну, в общем, давай вернемся к Lysian. Будем ждать, наверное, от Lysian что-то новое, технологичное, потому что то, что сейчас они предлагают, уже все. Уже никак. И по более демократичной цене. Кто будет брать этот автомобиль? Слушай, да все семьи. Это Все чисто семьи. семейный автомобиль. А еще главное, что это автомобиль для путешествия, так или иначе. Вот тут же интересно. Да, ребята. Вот сейчас Антон затронул такую важную тему, о которой мы держали на самый конец. Если вы видели наш ролик о путешествии по Китаю по трассе G318, там, если помните, нам на высоте свыше 3000 метров с Виталий стало плохо. И действительно там болела голова, вот эти вот болезни, вот эта вот горная болезнь. Автомобиль D19 оснащается генератором кислорода. Представляете, в салоне у вас свой личный генератор кислорода. Есть два варианта. Либо кислород подается в салон, либо кислород подается, как в больницах, через вот эти канюли. Да. И это, слушайте, это то, чего нету вообще нигде. Очень полезно для путешествий. Высокогорье какое-то – это первое. Когда вы за рулем засыпаете, да, и если вы включаете насыщенный кислород, он действует примерно как кофе. Мне кажется, такая фича будет очень популярной в северных регионах Китая, где все-таки с воздухом не так все хорошо, особенно Пекин, столица, там вечный смог, да. Поэтому, мне кажется, вот только из-за этой фичи она должна продаваться хорошо. И я очень надеюсь, что эта фишка будет доступна в топовой комплектации, либо в базе, как уже говорится, либо там за доплату, но не как отдельный автомобиль, там типа какой-нибудь там специальный для поездок в горы за 400 тысяч юаней, тогда нет. Тогда он не будет такой хайповый и так хорошо продаваться. Да, ты прав. Все-таки Leapmotor это стартап. Это нельзя сказать, что все-таки корпорация какая-то крупная. Да, она дружит со Stellantis, но это еще все не то. Я за них рад на самом деле. Это очень круто, что они живут, развиваются они хорошо. Показывают те технологии,
которые даже еще пока не могут где-то так разработать, они уже их показали. Да. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу D19. Нам очень интересно почитать ваше мнение, ваши комментарии. Ну и, конечно же, переходите на все наши остальные социальные сети, каналы, Telegram. В Телеграме у нас постоянно идет новостная лента. Мы постоянно рассказываем о новинках, поэтому обязательно переходим в Telegram, обязательно подписываемся. В Максе мы тоже есть. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока. Жамкайте колокольчик.